Всем огромный привет! Для одной из следующих композиций я захотела сделать суккулент. Как раз я себе купила очередной суккулент живой и решила сделать что-то похожее. Одинаковый суккулент у меня, конечно, не получился, но все же я вам покажу, как я его делала. Для него нам понадобится очень много лепестков. Ссылку на схему я оставлю в описании к этому видео. Ну а если у вас не работает контакт, вы можете пройти на мою страницу в Инстаграме и там найти схему на все лепестки. Ну и когда я начала думать, как мне его сделать, мне хотелось, чтобы мои лепестки были объемные, поэтому я дома нашла вот такую штуку. Я не знаю, как она называется, но мне с Китая приходят в ней посылки. Если вы знаете, как он правильно называется, пишите в комментариях, а также этот же материал я видела в строительных магазинах. Он у меня толщиной 1-2 мм, приблизительно в разном месте у него толщина по-разному. Я вырезала с этого материала лепесток, точно такой же, как и на схеме. И нам понадобится еще зеленая бумага. Это фисташковый цвет номером 562. Вообще суккуленты бывают разнообразных цветов, поэтому вы можете подбирать цвет такой, как хочется вам. Ну а теперь самое важное. Мы начинаем делать лепесток. Я беру нашу заготовку. И беру гофрированную бумагу, прикладываю нашу заготовку и вокруг нашей заготовки наношу клей. Имейте в виду, что вот при прикосновении с горячим оно начинает плавиться, но это не страшно. После этого складываю наш кусочек бумаги и по краю хорошенько начинаю прижимать наш лепесток. Вы пальцем будете чувствовать, где у вас внутри находится наполнитель, и продавливайте форму лепестка. Клей наносите побольше, чтобы все хорошо склеивалось. После этого отгибаю и наношу с другой стороны клей. Себе в работе я помогаю круглогубцами. Мне очень понравилось с ним работать, это как-то упрощает работу. Вы можете использовать плоскогубцы, но смотрите, чтобы они были без зубчиков, иначе отпечатываться будет на самой бумаге. Все хорошо приклеили. Теперь накладываю нашу выкройку наверх нашего лепестка и по краю где-то на 1 мм, 1-2 я вырезаю. После этого наш лепесток все-таки будет чуть-чуть больше, чем на схеме. Если у вас так же, как у меня, осталось немножко не склеенное, я наношу клей, все хорошенько склеиваю и обрезаю все лишние ниточки. Переворачиваю свой лепесток и то же самое делаю с другой стороны. И вот у нас получается такой лепесточек. Для того, чтобы ему придать еще немножко объем, я беру круглогубцы и закручиваю край. Это можно было бы делать шпажкой, но проблема в том, что там у нас находится клей, и наш край очень-очень тяжело выгибается. Я чуть-чуть подкрутила край, снизу мы клей не наносили, у нас так и остался свободный открытый край. Беру розовый фломастер и чуть-чуть подкрашиваю верх нашего лепесточка. Это делать не обязательно, это всего лишь по желанию. И так я делаю со всеми нашими лепестками. Нужно запастись терпением и сидеть их клеить. У меня на это ушло пару часов. Если в суккуленте сделать лепесточков больше, наш суккулент получится более объемный. И теперь начинаем склеивать. Сначала склеиваю 2 маленьких лепестка. Немножечко я их закручиваю, чтобы оно у меня все хорошенечко приклеивалось. И после этого каждый новый ряд – это новый размер лепестков. Поэтому я не делала как-то между лепестками, не между лепестками. Я приклеивала так, что все мои лепестки уместились в один рядочек.
Вы же можете экспериментировать как с формой лепестков, также с количеством лепестков, цветом, сделать даже не суккулент, а какой-нибудь другой цветочек, все, что вам придет в голову. Я же в одном из следующих своих видео покажу, куда я буду применять свой суккулент и для чего именно он мне был необходим. Ну и вот, все лепестки мы приклеили, и на этом мой суккулент готов. После того, как я его сделала, я подумала, что вместо этого наполнителя внутрь можно было вставить фетр, но мягкий фетр толщиной 2 мм. Я думаю, он хорошо бы заменил, и лепесточек точно так же был бы объемный. Ну а если вам понравился мой вариант создания цветочка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!